Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Зинифе, и это видео для тех, кто изучает русский язык. Сегодня мы поговорим о том, как спросить, кому принадлежит предмет. Если существительное мужского рода, мы задаем вопрос «чей?». Например, чей это компьютер? Чей это карандаш? Чей это офис? Если существительное женского рода, мы задаем вопрос «чья?». Например, чья это книга? Чья это машина? Чья это кружка? Если существительное среднего рода, то мы задаем вопрос «чье?». Чье это окно? Чье это платье? Если существительное во множественном числе, тогда мы спрашиваем чьи. Чьи это деньги? Чьи это очки? Чьи это брюки? Если существительное мужского рода, то мы задаем вопрос чей. Если существительное женского рода, вопрос чья. Если существительное среднего рода, то вопрос чье. Ну и для множественного числа вопрос чьи. Чей, чья, чье, чьи. А сейчас мы будем отвечать на вопрос. Если я хочу сказать, что этот предмет принадлежит мне, то я говорю: это мой компьютер, это мой офис, это мой дом. Для существительных мужского рода мы используем слово «мой». Для существительных женского рода мы будем говорить «моя». Это моя книга. Это моя сумка. Это моя кружка. Для существительных среднего рода мы используем слово «моё». Это мое платье. Это мое яблоко. Для существительных во множественном числе мы говорим «мои». Это мои очки. Это мои деньги. Для местоимения «я» мой, моя, мое, мои. Если мы хотим сказать, что этот предмет принадлежит тебе, то мы говорим твой. Это твой офис. Это твой компьютер. Это твой чай. Это твой карандаш. Для существительных женского рода используем слово твоя. Твоя книга. Твоя ручка. Твоя машина. Для местоимения ты. Твой, твоя, твое, твои. Для того, чтобы сказать, что предмет принадлежит нам, мы говорим: это наш дом, это наш офис. Для существительных женского рода мы используем слово «наша». Это наша квартира. Это наша улица. Для местоимения мы. Наш, наша, наше, наши. Для местоимения вы. Ваш, ваша, ваше, ваши.
А сейчас самое время поставить лайк, если вам кажется, что это видео полезно. Когда мы хотим сказать, что предмет принадлежит мужчине, мы говорим «его», вне зависимости от рода существительного. Это его офис, это его компьютер, это его рубашка, это его брюки. Это Виктор, это его машина, это его телефон, это его письмо, это его туфли. Для того, чтобы сказать о том, что предмет принадлежит женщине, мы говорим «ее», вне зависимости от рода существительного. Давайте рассмотрим примеры. Это Маша. Это ее компьютер. Это ее сумка. Это ее кресло. Это ее книги. Если нам нужно сказать, что предмет принадлежит группе людей, в этом случае мы говорим «это их офис», «это их дом», «это их машина», «это их дети». Если вы заметили, мы использовали слово «их» вне зависимости от рода существительного. То есть здесь все очень просто. Слово не меняется. Мы все время говорим «их». Чтобы лучше понять эту тему, предлагаю рассмотреть несколько примеров. Это их сад. Это их идеи. Это наш дом. Это наша семья. Это наш автомобиль. Это мой чемодан. Это мой билет. Это моя кружка. Это моя сумка. Это мое пиво. Это мое вино. Это твоя кошка? Да, это моя кошка. Это твоя собака? Да, это моя собака. Чей это дом? Это мой дом. Это твой дом. Это его дом. Это ее дом. Это наш дом. Это ваш дом. Это их дом. Чья это машина? Это моя машина. Это твоя машина. Это его машина. Это ее машина. Это наша машина. Это ваша машина. Это их машина. Чье это окно? Это мое окно. Это твое окно. Это его окно. Это ее окно. Это наше окно. Это ваше окно. Это их окно. Чьи это дети? Это мои дети.
Это твои дети. Это его дети. Это ее дети. Это наши дети. Это ваши дети. Это их дети. Дорогие друзья, я надеюсь, это видео было для вас полезным и понятным. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие еще темы вы хотели бы разобрать. Напоминаю вам, что вы можете подписаться на этот канал, чтобы посмотреть другие видео. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пока-пока!